МиГ-15 по классификации НАТО «Фагот» — советский реактивный фронтовой истребитель, разработанный вскоре после окончания Второй мировой войны ОКБ Микояна и Гуревича. Его проектирование было начато в конце 1946 года, а вступление в строй произошло в 1949 году. МиГ-15 является самым массовым боевым реактивным самолетом в истории мировой авиации. Весьма удивительно, но история создания истребителя МиГ-15 тесно связана с английской компанией Rolls-Royce и ее двигателем НИН. В 1946 году СССР закупил в Англии несколько экземпляров турбореактивных двигателей Rolls-Royce НИН и построил 2 экспериментальных самолета с этими двигателями. По техзаданию для ОКБ Микояна новый истребитель с новыми двигателями должен был иметь следующие характеристики. Максимальная скорость 1000 и выше километров в час. Время подъема на высоту 3,2 минуты. Практический потолок 13 километров. Дальность полета на высоте 10 тысяч метров 1200 километров. Разбег 700 метров и пробег 800 метров. Назначением самолета являлось ведение активного воздушного боя с истребителями и бомбардировщиками противника, отражение налетов авиации противника, удары по наземным целям и выполнение задач разведки и контроля боевых действий. В 1947-48 годах первые прототипы самолетов уже с советскими двигателями РД начали поступать на госиспытания. В 1949 году МиГ-15 был принят на вооружение ВВС СССР. Самолет отличался простотой и надежностью конструкции, а также мощным по тем временам вооружением. Планер самолета изготавливался из алюминиевых сплавов с использованием стали. Новый истребитель был способен выполнять полеты в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток. Впервые в СССР истребитель оснащался радиотехнической системой захода на посадку, а также был способен на выполнение фигур высшего пилотажа. Самым значимым в истории МиГ-15 боевым конфликтом стала война в Корее. Именно там произошло первое глобальное столкновение в небе боевых реактивных самолетов. На июнь 1950 года, когда началась война, в военно-воздушных силах Северной Кореи имелось 172 боевых самолета, самыми современными из которых были около 8 десятков советских истребителей-бомбардировщиков Як-9. На стороне Южной Кореи было всего 40 боевых самолетов, в числе которых были 25 американских одноместных истребителей дальнего радиуса действия П-51 «Мустанг». На суше наступление северокорейской армии в первые дни войны было весьма успешным. 28 июня была захвачена столица Южной Кореи Сеул. К середине августа 1950 года уже 90% территории Южной Кореи было занято армией КНДР. Несмотря на то, что ООН встала на сторону Южной Кореи, к августу войска союзников были отброшены далеко к югу в район Пусана. Прибывшая помощь американским и южнокорейским войскам со стороны ООН не помогла выйти им из окружения, известного как Пусанский периметр. Они смогли лишь укрепиться по линии фронта по реке Нактанган. Казалось, что исход войны на тот момент был уже очевиден. Тем не менее, уже к осени силам союзников при мощной поддержке большинства стран-участниц ООН удалось перейти в широкомасштабное наступление. Несмотря на явный перевес в воздухе у Северной Кореи, ее военно-воздушные силы были полностью уничтожены уже к середине осени 1950 года. А авиация союзников получила полное господство в воздухе. Уже к концу сентября 1950 года стало ясно, что армия Северной Кореи близка к разгрому, и что занятие всей территории Корейского полуострова американо-южнокорейскими войсками является лишь вопросом времени. В этих условиях начались активные консультации между руководством СССР и Китая, в результате которых было принято решение отправить в Корею части китайской армии.
Подготовка к подобному варианту велась еще с весны 1950 года, когда Сталин и Ким Ир Сен поставили Мао в известность о готовящемся нападении на Южную Корею. Китай неоднократно заявлял, что вступит в войну, если какие-либо некорейские военные силы пересекут 38-ю параллель. Однако руководство США публично заявляло, что китайские предупреждения являются лишь шантажом. 8 октября 1950 года, на следующий день после пересечения границы Северной Кореи американскими войсками, Мао отдает приказ китайской армии выдвинуться к реке Ялудзян. «Если мы позволим США оккупировать весь Корейский полуостров, мы должны быть готовы к тому, что они объявят войну Китаю», — говорил он Сталину. Ожидая помощи от Сталина, Мао откладывал дату вступления в войну 6 дней. Однако Сталин ограничился лишь поддержкой с воздуха. Причем советские самые современные МиГ-15, которые легко могли одержать победу над всеми типами американских самолетов, расположенных в зоне конфликта, включая реактивные истребители F-80, не должны были подлетать к линии фронта ближе, чем на 100 километров. Небольшое отступление. В 1950 году США имели абсолютное превосходство в ядерном оружии. Первая советская серийная атомная бомба РДС-1 была выпущена только 1 декабря 1951 года. 25 июня 1950 года генерал ВВС Ванденберг получил указание о подготовке к нанесению ядерных ударов по военным базам Сибири в случае участия в корейском конфликте Советского Союза. В СССР об этом указании хорошо знали. Товарищ Сталин был, конечно, не трус, но вполне очевидно, что такой исход событий его не устраивал. Именно поэтому МиГи и не должны были подлетать к линии фронта ближе, чем на 100 километров. Тем не менее, утаить массовое присутствие современных советских истребителей в зоне конфликта было невозможно. США принимают такие правила игры и отправляют туда принятый на вооружение ВВС США всего год назад истребитель F-86 Sabre – «Сабля». Теперь давайте снова на время вернемся к событиям на Земле. Китай больше не мог ждать. К середине октября вопрос о вступлении китайских сил в войну был решен и согласован с Москвой. Наступление 270-тысячной китайской армии началось 25 октября 1950 года. Для дополнительной конспирации китайские войска, действовавшие в Корее, назывались китайскими народными добровольцами. Мощным натиском китайская армия нарушила всю оборону войск ООН, а 8-я армия США при этом была вынуждена занять оборону вдоль южного берега реки Ханган. 4 января 1951 года КНДР в союзе с Китаем захватили Сеул. И для американцев ситуация была настолько критичной, что командование США всерьез подумывало об использовании ядерного оружия. К июню 1951 года война достигла критической точки. Несмотря на огромные потери, каждая из сторон уже располагала армией около 1 миллиона человек. Все понимали, что достичь военной победы разумной ценой будет невозможно, и необходимы переговоры о заключении перемирия.
После смерти товарища Сталина 5 марта 1953 года новое руководство СССР проголосовало за окончание Корейской войны. Потеряв поддержку со стороны Советского Союза, Китай также был вынужден перейти к переговорному процессу. Мы же снова вернемся в воздушное пространство над Кореей в 1950 год. Как уже говорилось выше, для обеспечения воздушного прикрытия вступившей в войну китайской армии СССР направил в Китай 64-й истребительный авиакорпус, вооруженный истребителями МиГ-15. 1 ноября МиГи вступили в первый бой с американскими самолетами. Американцы не предполагали, что им придется так скоро лоб в лоб столкнуться с новейшим советским истребителем. Присутствующие там американские F-80 серьезно уступали МиГам в скорости. Для борьбы с новым воздушным противником на Дальний Восток были срочно отправлены недавно поступившие на вооружение F-86 Sabre, которые в дальнейшем до самого завершения войны стали основными противниками МиГов в небе Кореи. Перечислим вкратце превосходство F-86 над МиГом. В составе оборудования Сейбра использовался новейший прицельный комплекс радиодальномер AN/APG-30, позволяющий более точно стрелять по противнику. На МиГах же был простой гироскопический прицел ASP-1N. Сейбр уже тогда имел прицельную сетку с индикатором на лобовом стекле, а также большую обзорность кабины, что позволяло летчику лучше контролировать ситуацию в небе вокруг самолета. Американец также имел более совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование. Также он имел преимущество в горизонтальной маневренности и обладал равной МиГу максимальной горизонтальной скоростью, что не позволяло последнему быстро уходить от преследования. Ну и, наконец, стоит добавить, что пилот Сейбра имел современный противоперегрузочный костюм, который позволял маневрировать с более длительными по времени перегрузками, что в целом повышало боевые возможности самолета. Теперь давайте посмотрим, что мог противопоставить американской «Сабле» наш МиГ. Советский самолет обладал большим потолком, скороподъемностью и вертикальной маневренностью. Тяговооруженность МиГа также была выше, что позволяло ему быстрее набирать необходимую скорость и высоту. Автоматические пушки МиГа 23 и 37 мм по эффективности поражающего действия значительно превосходили комплекс вооружения американского самолета 6 12,7 пулеметов М3. Важным преимуществом для МиГов было то, что они базировались на аэродромах на территории Китая, где летчикам США было запрещено их преследовать и атаковать. Следует отметить, что советским летчикам также запрещалось преследовать противника над территорией Южной Кореи или над морем. Кроме того, основной целью советских летчиков было не уничтожение F-86, а атака ударных американских самолетов. Вот как описывали боестолкновения этих истребителей советские летчики. Очень часто исход поединка решала первая атака. После первого удара МиГи быстро уходили на высоту, а Сейбры наоборот. В случае неудачного первого захода стремились уйти вниз. Каждый стремился использовать в бою лучшие качества своего самолета, поэтому порой схватка ограничивалась одной атакой, после которой МиГи оказывались наверху, а Сейбры внизу. Самым лучшим образом МиГи проявили себя в борьбе с американскими бомбардировщиками Boeing B-29 «Суперкрепость», для действий против которых они, собственно, и создавались. В двух боях в марте-апреле 1951 года МиГам удалось нанести большой урон группам Б-29 в районе китайско-корейской границы.
А уже в конце октября 1951 года, после новой серии потерь от действий МиГов, ВВС США были вынуждены полностью прекратить использование Б-29 в дневных условиях. До самого окончания войны эти бомбардировщики действовали в основном по ночам. Согласно советским данным, самолеты ВВС СССР, КНР и КНДР сбили в Корее 1377 самолетов противника всех типов, при собственных потерях 566 машин. Непосредственно СССР потерял всего 335 МиГ-15. Из них 283 было сбито вражеским или дружественным огнем и разбилось по техническим причинам и ошибкам летчиков в боевых вылетах. 42 самолета списано после посадки. 3 разбилось при посадке и 7 потеряно в небоевых действиях. Происходили потери и на аэродромах. Известен случай, когда в результате налета бомбардировщиков Б-29 на Эйджу были уничтожены 16 северокорейских МиГов. Самым результативным пилотом той войны считается герой Советского Союза Евгений Пепеляев, за которым записано 23 воздушные победы. Именно он подбил и принудил к аварийной посадке тот F-86, который в дальнейшем был доставлен для изучения в ЦАДе. 196-й истребительный авиаполк, которым Пепеляев командовал, был лучшим и добился в ходе ведения воздушных боев выдающихся результатов. Его летчики сбили 108 самолетов противника, потеряв при этом 10 истребителей МиГ-15 и 4 летчиков. По ранним американским данным, сбитых МиГ-15 было примерно в 14 раз больше, чем F-86. Однако более поздние исследования показали, что фактическое количество сбитых МиГ-15 было чуть более 200, против почти 800 заявленных первоначально ВВС США. Американские данные уже 2008 года показывают, что в ходе Корейской войны сбитых в воздушных боях «Сейбров» было в 1,8 раз больше, чем МиГов, что, по всей видимости, очень близко к правде. Использование МиГ-15 в Корее имело большой резонанс в средствах массовой информации Европы и США. Неожиданное появление этого самолета получило название «Корейский сюрприз». Американские пилоты называли район на северо-западе КНДР, где наиболее часто действовали советские истребители, аллеей МиГов. На протяжении Корейской войны США пытались захватить более или менее невредимый МиГ-15, объявив в апреле 1953 года награду в $100 000 тому пилоту, который предоставит этот самолет в распоряжение ВВС США. В ходе самой войны американцам так и не удалось захватить ни одного самолета. Лишь после ее окончания в сентябре 1953 года северокорейский пилот Но Гэм Сок, ничего не знавший о предложенном вознаграждении, угнал МиГ-15 в Южную Корею. Испытания трофейного самолета помогли американцам лучше понять тактику действий советских пилотов в воздухе. Затем США предложили вернуть МиГ законному владельцу. Однако ни одна страна не выразила желания забрать его, и самолет был отправлен в Национальный музей ВВС США. В дальнейшем советские МиГи участвовали в китайско-тайваньском конфликте, где последние потеряли в боях 7 самолетов, в арабо-израильском конфликте, мароккано-алжирском и других военных конфликтах, включая Вьетнам, страны Азии и Африки, а также Югославию. Да, были времена, когда советская авиация, не задумываясь, одолевала самых серьезных противников. Друзья, искренне благодарю за отклик по прошлому видео. Всегда рад вашим лайкам, комментариям и подпискам. Уверен, этим фильмом вы тоже не остались разочарованы. А я буду приступать к новой теме. До встречи.